Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад «Цыганский пасьянс. Неожиданности и сюрпризы. Июня 2024 года». Давайте узнаем. Сначала на цыганском пасьянсе. Разложим его. Каковы же неожиданности, каковы же сюрпризы. И эти маленькие карты собирают рандомно значения. Я надеюсь, какие-то подсказки для вас будут, мои дорогие близнецы. Жизнь не бывает полностью предсказуемо, но зато это качество жизни нам добавляет драйва. Итак, будем, конечно, реалистами, безусловно. Все же это общий прогноз. Да и вообще любой прогноз, он никогда не расскажет о каких-то тонкостях и перипетиях. Но все же, как подсказка, она может быть. Ну или мы с вами проведем приятное время. Итак, что, как видят, в неожиданностях и сюрпризах для близнецов карты цыганского пасьянса. Июнь 2024 года. Что же для вас будет неожиданно приятного? Какие сюрпризы? Давайте узнаем. Я смотрю на значение карты, вы тоже смотрите. Если я что-то пропустила, вы мне пишите, обсудим. Пока не вижу совпадений. Но вот одно совпадение вижу. Прочный союз. Это может быть как и в личной жизни, прочные отношения. Вообще ваша прочная позиция, мои дорогие близнецы. Это могут быть и согласования по работе, или люди, с которыми вы контактируете. Есть как минимум у вас свои единомышленники, или своя команда, или те, которые вас окружают. По крайней мере, есть то, в чем вы можете быть уверены. Ну точно. Вот вам выпадает одновременно карта якоря. Прочный союз. Может быть, это касается человека или в целом вашей позиции, или как июнь, олицетворение энергии июня, достаточно надежно. И вы сами будете двигаться в том направлении, чтобы, как и, может быть, в людях разобраться, или сменить вы хотите свой ближайший круг и обустроить как и жизнь по-другому, так и новые какие-то партнерские, может быть, как знакомые отношения завязать, или по работе продвинуть свои амбициозные планы. Для этого вам тоже потребуется чья-то поддержка, может быть, помощь. Вы будете великими дипломатами, настроены на то, чтобы себе в чем-то не навредить, чтобы вот это кольцо, вот этот якорь, он продолжался дальше. Не хочется каких-то сюрпризов, я вам могу сказать точно, раз выпадают вот эти два значения. И в этом направлении у вас как раз и будет все получаться. Идем дальше, пока вот не вижу. Есть по какому-то вопросу у нас выпадает месяц, и это могут быть, знаете, как сожаление, что мы чего-то не смогли сделать, совершить, организовать, или какой-то вопрос у нас не получилось решать так, как мы хотим. Может быть, с месяцем это все-таки наши эмоции, и они могут так накрывать, мы можем злиться, но самое главное, с кем-то не поругаться, потому что по месяцу мы кардинально с чем-то не согласны. Но, с другой-то стороны, изменить мы это не можем. Поэтому терпение, спокойствие. У вас, собственно, об этом и говорят карты. У вас сильная позиция. Не о чем переживать, мои дорогие. Тут всему свое время. И если что-то стопорится, ну, не бывает наша жизнь как и предсказуемо полностью, так и если одно что-то получается хорошо, значит, ну, где-то все равно бывает и минус. И правда, с кем-то не поругаться, на ножах не быть, скрещенные два меча, и вы можете, вот как раз пересекаются, посмотрите эти карты, между вторым и третьим рядом. Вы можете настолько раздосадованы быть, даже по мелкому вопросу, и тогда эмоции рвутся наружу. Так вот, не помешайте себе или не добавьте, опять же, вот эти сомнения можно взрастить до такого махрового состояния, когда они вас могут поглощать, и буквально, вот вы уже вроде 5 минут тому назад не сомневались ни в ком и ни в чем, а здесь
дело какое-то не складывается, или как-то ход дел замедляется, или еще какая-то ситуация, или вам кто-то что-то сказал месяц, и такое может быть. Или, как мы говорим, ляпнул не подумав. А вы задумались, углубились, устроили себе глубокую философию на мелком месте, и вот уже мы растим какие-то сомнения. Зерно сомнений, оно прорастает очень пышным светом. Помните, так вот вам этот цвет не нужен абсолютно, поэтому не устраивайте себе какого-то глубокого анализа. Он вас в какие-то дебри может увести, вот об этом нам говорят карты. А здесь все доброе, хорошее у причала этого дня или каждого дня июня месяца. Давайте мы посмотрим, что у нас еще выпало. Ну, не вижу я пока. Вы знаете, вот смотрите, может быть, это вот важно услышать. У нас выпадает мельница. И вот все то, что я только что перечислила, это действительно может быть как вам кто-то сказал что-либо. Или, знаете, люди бывают беспардонные, могут сказать, что они думают по отношению, допустим, к вашему внешнему виду. То есть вот та область может прозвучать или быть кем-то обсуждена, или кто-то дает оценку, куда его вообще в принципе никто не просит. Или может вам кто-то начать давать советы, как вам лучше поступить в жизни. Или еще какая-то дурацкая ситуация, которая вас заставляет в себе сомневаться в отношениях, сомневаться в своих планах. Это могут быть и родственники, увы. Даже из лучших побуждений нам порой дают такие советы. Но человек, даже тот, который вас любит, может быть, это родители или это кто-то еще из родственников, по праву старшего иногда такое тоже бывает. Помните, вот это время, мои дорогие близнецы, оно время где-то более молодых людей. Или время, когда вы молоды душой. И вот вы, неважно сколько вам лет, близнецы как раз и отличаются, наверное, таким качеством, что они легки на подъем. Они умеют не стареть. Они душой всегда молоды. И это ваше преимущество на 20 лет вперед. Пока начинается вообще в целом эпоха Водолея, и пока Плутон будет в Водолее, вот в течение этих 20 лет. Так вот, сохраняйте себя самого, я не случайно это сказала, или себя саму, потому что то, что вы услышите в течение июня, если мы спрашиваем неожиданности и сюрпризы, может быть, вы услышите какие-то неожиданные новости, а в итоге это сплетни. Или вы услышите чье-то мнение, а оно не имеет никакого значения вообще. Или какие-то досужие предположения чужие, а вы начнете в себе сомневаться. А карта нам говорит только об одном. Пустые разговоры, какой-то пустой треп. И это как неожиданности и сюрпризы. Значит, будет самая разношерстная информация. Не реагируйте эмоционально на как и вопросы, которые, объективно, сейчас вы не можете решить. У вас всему свое время. Я об этом сказала с самого начала. Но у вас очень сильная позиция. И поэтому, мои дорогие близнецы, не позволяйте никому ее нарушить. Не позволяйте никому нарушить ваш гомеостаз. Точно. Шестерка Земли. У вас благоприятный период, как и для собственного творческого самовыражения, для того, чтобы монетизировать свое хобби. Не собирайте мнения, то есть не прислушивайтесь к тому, что считают люди. Бывает такое, когда нам дают советы, я уже это обрисовывала, но иногда это и чужой может быть совершенно человек. По шестерке Земли как раз прекрасный период жизни, когда у вас сейчас сильная позиция, когда вы можете решить или закрыть какие-то финансовые вопросы, когда для себя определить стратегию на последующий период, откуда ко мне приходят деньги, или начать изучать что-то новое, или уже приступить, допустим, к воплощению с того, о чем вы думали. Может быть, прежде вы учились, а теперь вы уже будете делать какие-то пробные шаги. И для кого-то это личное дело, творчество или личный бизнес. Не сомневайтесь в себе. Вот все неожиданности, они как будто могут быть в июне, потому что много новостей, информации. И вот с информацией вы как раз легко разбираетесь.
Но вот с той информацией, которая такая вот нелепая, дурацкая какая-то, она может вас несколько выбивать из колеи. А шестерка как раз нам говорит Земли, в этой колоде особенно, что у вас сейчас прекрасный перспективный период жизни, сильная позиция. И если для кого-то нужно закрыть финансовую брешь, у вас как раз это получится, потому что как ангел помогает, обратите внимание. Не во всех колодах, не во всех, точнее, картах этой колоды изображен ангел. И здесь на материальный успех, по сути дела, так и называется эта карта материального успеха, помощи высших сил. И планетарно для вас период такой. Давайте еще неожиданности для близнецов. Вы формируете сейчас как длительный период жизни. Я упомянула уже Плутона в Водолее лет на 10-20, новая эпоха Водолея для вас. Не только этот год, потому что Юпитер зашел в ваш знак зодиака 27 мая, и он сейчас пока еще в первом доме, а через год он перейдет во второй дом, и это произойдет 9 июня 2025 года. Для вас это будет второй дом гороскопа, финансы и деньги, поэтому успешный период очень активный, он проигрывается в эти 2 года. Ну и на последующие 20 лет, длительный период, понимаете, это больше возможностей, нежели каких-то минусов. Но, конечно, это будет зависеть от наших приложенных усилий. И по карте звезда, сияйте, как звезда, нам говорят. У кого-то получится осуществить переезд очень далеко, кто-то начнет путешествовать, кто-то поменяет сферу деятельности. У вас получится все, что вы задумаете. Ведь по этой карте нет ничего невозможного. Кто-то начнет менять имидж или за здоровый образ жизни себя на тропу здорового образа жизни захочет перевести. И знаете, ведь эти грандиозные планы, они у вас вполне осуществимы. Будь то, когда вы обустраиваете свое жилье или себя самого как-то меняете, или саму себя, свое качество жизни, или это изменения, когда связанные с вашими профессиональными навыками, или с вашими амбициозными планами, или с вашими финансами. Полный вперед. Посмотрите, какое шикарное сочетание. 6 земли или 6 монет, 6 пентаклей, победа финансовая. И плюс еще карта Стелла, звезда, которая вот этот успех растягивает на долгий период времени. А что-то у вас закручивается в июне. Хорошо, каковы неожиданности и сюрпризы, еще раз достану карту. Ну вот это, наверное, где-то отчасти про вас. Это рыцарь жезлов или рыцарь огня. Это легкость на подъем. Это когда мы выходим навстречу судьбе практически. Когда вы, если вы уверены в том, что вы чего-то хотите, то вы это и получаете. Вы это достигаете. Это когда у нас открываются новые возможности. Нам не говорят, что конкретно, но это какое-то ваше важное решение. Либо это будет касаться дела, работы, бизнес, я так вижу, либо деньги. Потому что с чем-то у вас прояснится вопрос, и нам эта карта подтверждает. Давайте, что же за неожиданности у вас, мои дорогие близнецы, еще достанем карту. Какая-то поездка у вас может быть, с учетом как раз рыцаря жезлов, или ваш переезд. Может быть, что-то откладывалось, или были задержки. Но, видимо, в июне наступает тот момент, словно пространство уплотняется вокруг вас, и у вас как зеленый свет. Вот посмотрите, у нас 2 дороги. И первый у нас рыцарь жезлов идет, он бежит буквально навстречу своей судьбе. И здесь ему выходит тоже кто-то навстречу. 2 бегут навстречу друг другу. Какая-то личная история по поводу взаимопонимания, отношений, продолжения отношений. Перевод на другой уровень, и такое тоже может быть. Благополучие, взаимопонимание в семье или вашей паре, когда вы счастливы, когда вы куда-то отправляетесь или меняете место жительства. Ну, наверное, самое невероятное, когда решаете сложные вопросы. И если нам по 8 воды говорят, что ангел выходит навстречу, вы будете готовы взять ответственность за человека, и человек вам будет отвечать взаимностью по этой карте. Все же показывают какую-то личную историю, либо очень доверительные партнерские отношения. Если мы говорим про бизнес, это те люди, на которых мы можем положиться, с которыми у нас получается диалог.
когда мы чувствуем себя счастливыми. И с учетом восьмерки воды есть такое значение, когда мы ищем выход из создавшегося положения, и мы его доходим. Когда, может быть, принимаете Соломоново решение, или у вас получается закрыть какую-то тему, которая долгое время у вас все не решалось. Но тут действительно вам высшие силы и ангелы помогают, потому что и вы, мои дорогие близнецы, просто бегом мчитесь в сторону своего прогресса, в сторону своего нового качества жизни. Нечего добавить. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.